идеальное блюдо к борщу, то, что нужно. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим чесночные пампушки на сковороде. Для теста берем 1 столовую ложку сахара без горки, 5 граммов сухих быстродействующих дрожжей или 15 граммов живых дрожжей. И заливаем сюда 200 мл теплого молока. Температура не выше 40 градусов. Если опустить палец, то оно будет приятно теплое, ни в коем случае не горячее. Если вы уверены, что у вас дрожжи хорошего качества и они активны, вы уже с них что-то выпекали, то, конечно, можно пропустить шаг активации дрожжей, то есть их проверки, и приступать дальше к рецепту. Я же сейчас хочу проверить дрожжи, показать вам, как они должны себя вести, если они активные, свежие и хорошие. Оставляем их в теплом месте на 5-10 минут. За это время они должны начать пениться. Смотрите, у нас какие дрожжи пенятся, лопается, разговаривают со мной. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла, чайная ложка без горки соли и постепенно добавляем муку. Добавили, перемешали. Можно замешивать тесто при помощи миксера с насадкой крюки или же кухонной машины, кухонного комбайна, если у вас есть, а можно вручную. Здесь все легко и просто, и тем более работать с тестом – это одно удовольствие. Если вам не нравится его замешивать, то можно воспользоваться теми приборами, которые я уже озвучила. А я очень люблю месить тесто. Может понадобиться 320-350 граммов муки, все зависит от ее влажности. Кстати, вместо молока вы можете использовать просто теплую воду или сыворотку, или разделить половину 100 мл воды и половину молока, тоже так можно. Перекладываем тесто на поверхность и вымешиваем где-то 5 минут. Если нужно, добавьте немножко муки, если тесто очень липкое, или можно смазать поверхность и руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Тесто просто потрясающее. Посмотрите, я его вымесила. Теперь округляю. Такое пахнет хлебом. Кладем в миску, смазанную растительным маслом, или можно посыпать мукой, чтобы тесто не пристало. Накрываем сверху, можно крышкой, можно пищевой пленкой. Накрываю полотенцем, чтобы тесто было уютно. И теперь ставим его в теплое место где-то на 40-60 минут. Оно должно увеличиться в объеме в 2 раза. Я делаю так, просто прогреваю духовку до температуры 50 градусов, потом ее отключаю, она немножко остывает, и когда там так вот приятно тепло, ставлю туда, чтобы температура была в районе 36-40 градусов. Эта температура идеальная для расстойки теста. Можно не включать духовку, а поставить туда какую-то емкость с горячей водой. Она будет прогревать духовку до нужной нам температуры, и тесто будет быстрее подходить. Также можно поставить в миску с тестом, в большую миску с горячей водой, чтобы тесту было приятно тепло и оно хорошо росло. Посмотрите, как чудесно подошло тесто буквально за 40 минут в духовке, слегка теплой. Беру сковородку, диаметр 24 сантиметра, хорошо смазываю ее растительным маслом. И теперь руки у меня в масле, будет удобно взять тесто, оно не будет прилипать. Ой, оно такое нежное, сразу же красота. Обминаем его, чтобы выпустить лишний воздух, и посмотрите, какое оно уменьшенное у нас получилось. Сразу сдулось, вернулось в свой нормальный размер. Обминаю его немножко, растягиваю, и теперь нужно его будет разделить на 12-13 частей по количеству пампушек, которые вы хотите в итоге получить. Вес каждой пампушки будет около 40 граммов, 43, если быть точным. Я все взвесила. Каждый кусочек теста вот так подминаем к центру и потом вот так руками округляем. Тесто просто восхитительное, очень приятное. Такой вот мячик антистресс. Хочется его месить, лепить. Вот такой замечательный у нас получается шарик.
Как в детстве, что-то делаете руками, но при этом еще и вся семья полакомится вкуснейшими пампушками. Это не просто поделки, это уже новый уровень, взрослая жизнь. Чтобы пампушки не прилипли к дну сковородки, я выстелила пергамент и теперь выкладываем их по кругу. Вот так получилось. Сейчас они немножко, то есть они хорошо подрастут и заполнят у нас всю сковородку. Накрываем крышкой, ставим снова в теплое место на 15-20 минут, чтобы они у нас подросли. Давайте пока с вами приготовим ароматную чесночную пасту, которой будем смазывать пампушки. Берем 2-3 зубчика чеснока, можно их очень мелко нарезать, можно выдавить через пресс или натереть на терке, как это сейчас делаю я. Перекладываем чеснок в миску. Теперь берем укроп или петрушку и мелко нарезаем. Можно и укроп, и петрушку соединить. Что будет дома? У меня сегодня петрушка. Добавляем сюда 1-2 столовые ложки растительного масла, немного соли, буквально щепотку, и столовую ложку воды, или 2 столовые ложки воды. У нас с вами получается вот такая кашица. Все, в принципе, готово. Ароматы уже непередаваемые. Посмотрите, какие у нас пухлые пампушки получились. Теперь мы будем их выпекать на плите. У меня плита электрическая, максимальный нагрев 9, я буду готовить на двойке. Вы же ориентируйтесь на свою плиту и на ее нагрев. Буду выпекать где-то 15-18 минут. Сначала минут 10 без крышки, чтобы вы увидели, как они поднимаются, а потом еще накрою крышкой. Если у вас бортики не очень высокие, то можно крышку смазать растительным маслом, прилепить туда пергамент, смазать его тоже растительным маслом, чтобы у нас булочки, если и прилипнут, когда будут увеличиваться, то прилипли к пергаменту, и тогда мы их легко перевернем на другую сторону. Прошло 18 минут, вот крышка, о которой я вам говорила, смазанная растительным маслом, и еще прикрепила я сюда пергамент, приклеила на растительное масло и еще смазала растительным маслом. И теперь, когда я накрываю, пергамент не прилипает к булочкам. Давайте переворачивать. О, посмотрите, какие красивые пампушечки. Этот пергамент я убираю. И аккуратно теперь на этом пергаменте перекладываю их в сковородку. Вот. Снова накрываю крышкой и ставлю еще на 10 минут. Пампушки готовы. Посмотрите, какие они красивые, румяные с этой стороны. И сейчас вам покажу, какие они снизу. Так, переворачиваем. Очень удобно, что есть пергамент. Ничего не прилипает. Пергамент я убираю и снова перекладываю в сковородку. Чук. Горячие пампушки смазываем этой прекрасной заправкой чесночной с петрушкой или с укропчиком. Ой, аромат какой! Идеальное блюдо к борщу, то, что нужно. Оставлю ссылку на рецепт борща. Готовьте пампушки. Также у нас есть уже пампушки в духовке. Если вы не хотите заморачиваться с рецептом на сковородке и у вас есть духовка, то можно приготовить в духовке. Тоже оставлю обязательно ссылку на рецепт. Накрываю крышкой и даю им пропитаться этими ароматами 10 минут. Теперь перекладываю эти замечательные пампушечки и будем сейчас с вами наслаждаться. Оторву одну, посмотрите на этот пух, пампушка пухова. Ой, какая красивая. Ой-ой-ой. Корочка есть еще немножко. Ух, красота, все пропеклось. Ароматнейшая. Так и хочется попробовать. Смотрите, какая она. Мягкасенька, мягесенька. Ух.
чесночная вкусняшка. Смотрите на эту мягусечку. Тоже еще одну оторву, ну пух просто получается. Пух пуховый. Ну что ж, давайте полакомимся. Она такая аппетитная, румяная и очень пахучая, ароматная. Очень вкусно, очень ароматно и можно приготовить на сковороде, если у вас нет духовки. Порадовать себя и свою семью такими замечательными пухнастыми пампушками. Я очень надеюсь, что вам пригодится этот рецепт. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.